Всем здравствуйте! Давно не выходила я в эфир. Сегодня хочу показать такой короткий ролик, как можно разрисовать виолу, то есть анютины глазки. Покажу уже на собранном цветочке, в сборке, как можно разукрасить, будучи уже в сборке. Потому что некоторым начинающим мастерам будет сложно разрисовать лепесточек, и когда уже высохшие лепестки приклеивать на стебелечек. И вот хочу показать вот такой вот окрас, либо такой вот. Первое, что буду пользоваться красками Magenta от Vinton. Я выдавила ее на такую вот коробочку и разбавила разбавителем. Очень жидко. Здесь налила разбавитель и макаю для того, чтобы была более жидкая краска. Вот именно этой жидкой краской я буду делать вот эти вот верхние лепестки, ушки. Вот эти вот ушки. Лепила я из домашнего холодного фарфора. Он у меня очень гибкий, видите, получился очень такой вот эластичный. Поэтому очень легко будет мне отгибать лепесточки и прокрашивать их. Если у вас более жесткая глинка, тогда лучше, конечно, до сборки разукрасить и потом уже окрашенные собирать. Но они будут очень долго, краска масляная будет сохнуть, и лепесточки могут задубеть, и сложно будет собирать. То есть как бы палка двух концов. Ну вот первое, что я хочу, вот эти вот ушки прокрасить, поэтому я беру масляную краску, разбавляю очень-очень жидко. И вот этой вот жидкой смесью я прокрашиваю лепесточки, и потом покажу, что я буду делать. То есть первое, вот я наношу краску с разбавителем жидкую. Она покрывается сразу, вид у нее не очень такой, как говорится, презентабельный, красивый получается, как будто как грязь на лепестке. Но пока ничего страшного, потому что это только начало. И я покажу, что мы с этим будем делать. Получается вот такой вот некрасивый лепесток, как бы грязный. Но мы берем сухую кисточку для тонировки, широкую, пушистую. Немножко сейчас поменяю, почище возьму сторону. Прикладываю на салфеточку и начинаю протирать. Протираю, это вся влага уходит с лепестка и равномерно прокрашивает поверхность. И красочка ложится просто ровненько. Если вы хотите сделать более темный, это нужно немножко еще прокрасить с обратной стороны. Но и одного раза будет недостаточно. Нужно будет еще прокрасить еще раз. Так, нам мало, поэтому я набираю еще немножко и растираю это все. Растираю. Ну, ложится равномерно. Растирается равномерненько, выделяются прожилочки. Вот, прокрасили. До конца самого я не прокрашиваю, потому что там будут чашелистики. Один лепесточек есть, сейчас будем прокрашивать второй. Это то, что касается ушек. Макаю, здесь у меня есть тоже еще, слилась разбавитель. Я разбавляю красочку до более жидкого состояния и прокрашиваю лепесточек. Девочки пользуются разными методами. На данный момент я это делаю сейчас так. Тоже есть разные способы. Ну, пока буду делать так. Протираем. Выравнивается цвет.
Вытираю кисточку. Переворачиваю. Также тыльную сторону прокрашиваем. И растираем красочку. Это у меня масса была более розовая. Так. Розовые лепестки. Вот белая, а вот розовая. Попозже я еще раз нанесу. А пока оставлю немножко просохнуть. Так. И буду браться за язычок и боковые лепесточки. Сейчас решила еще раз нанести краску. Более немножко уже густую, гуще делаю, чтобы более темный результат был. Можно в эту фиолетовую, то есть мадженту, добавить немножко черной краски, чтобы более темная была. Сейчас буду опять наносить, покрывать, чтобы была более темная. Есть такие виолы, в которых самые верхние части, верхние лепестки, они очень темные. Либо их отдельно в краску, в саму массу добавить можно краски, чтобы более темная была. Либо уже прокрашивать, но тогда дольше будет сохнуть. Помните об этом. И растираем. Уже более темная становится. После второго раза уже темнее становится лепесточек. Поярче. Так, мне уже начинает нравиться. И здесь сами кончики тоже так вот немножко больше затонируем. Посмотрим, чтобы красочка на кончиках нигде не выступила, чтобы потом мы не вымазывались. Вот. Вот такие верхние у нас лепесточки получились. И будем с вами начинать прокрашивать серединки лепесточков. Вот внутри я брала именно матовые акриловые краски, вот такие вот. И желтый цвет внутри прокрасила, потому что он хорошо ложится на глинку и быстро высыхает. И масляным краскам это не будет мешать, если я буду на желтом уже прорисовывать дальше. Поэтому можно пользоваться акриловыми красками, можно пользоваться также строительным колером тоже. Очень хорошо будет, так как быстро сохнет. Ну и сейчас будем серединку, язычок прокрашивать с вами. Для прокрашивания язычка я брала очень тонкую кисть. Какая есть у вас, более тонкая можно взять. Также с разбавителем очень хорошо разбавить красочку. Я добавлю больше даже вот черного немножко сюда, еще более темную сделать, и фиолета добавлю, чтобы такой вот был потемнее цвет. Рядышком у меня салфеточка для того, чтобы вытереть кисточку, и на этой салфетке уже более видно, какая там будет окраска. Вот. Ну, этого достаточно. Самое главное сначала промокнуть кисточку, только кончик кисточки макнуть в краску. И здесь вот по желтому я немножко как бы возьму очертания и буду очень тоненько, очень легоненько кисточкой
проводить буквально как по ветру, то есть по верху, слегка, еле дотрагиваясь до лепестка, чтобы, начиная от толстого, ведя дальше, чтобы отрывалась кисточка от лепестка, истончалась, то есть утончалась линия, становилось легче, и были такие как бы прорисовочки. Сначала я нанесу более такой вот жирненький, толстенький рисунок. И уже буду от него вести вниз такие вот полосочки, слегка прикасаясь лепестка, как бы поверху. Если мало красочки, опять макаем. Лишнюю промакиваем. И пробуем чуть-чуть, чтобы не намазать. Если вижу, что очень много набирается на лепесточек, я опять промакиваю. Кисточка моя распушилась, поэтому будут разные разводы. Мне надо, чтобы эти разводы не испортили мне рисунок. Так, прорисовываем, промакиваем. И еле касаясь, видно, что немножко больше краски есть, прорисовываем. Там, где больше нанесла, я пытаюсь ее растянуть по самому лепесточку. Подстраиваю кисточку, видя, как она краску растягивает по лепестку. Иногда на некотором этапе можно остановиться. Она немножко подсохнет, так как она с разбавителем. И потом уже дорисовать. Вот если я смотрю, и мне кажется, что дальше, если я начну рисовать, я могу испортить, то я пока остановлюсь на этом. На этих лепесточках я хочу сделать такие вот лучики, но здесь широкий лучик, так как это язычок, а здесь такие лучики как бы тоненькие, на удлинение и на уменьшение. Отгибаю лепесточек. И опять-таки красочку разбавляю с разбавителем лишнее, промакиваю, чтобы не навести грязи. И только кончик пытаюсь промокнуть. Так, мне кажется, много. Кисточка уже так распушилась, что может даже испортить рисунок. Вот, видите, много набирается и уже может подпортить. Распушилась. Да, анютины глазки — это такой сложный цветочек, очень сложная тонировка. Да, нужно будет быть искусным таким художником до какой-то степени. Но очень мне нравится, что в нашем творчестве ты и художник, и скульптор, мастер на все руки. Так.
Ну, можно либо краюшки тоже дорисовать, либо оставить вот в таком положении, немножко затонировать сам краешек. Можно так оставить. То есть они разных бывают узоров, поэтому тут уже кто как себе решит, кто как хочет для себя, какой узор, какой рисунок. Иногда так заиграешься, размалюешь так, что потом хочется все вообще убрать. Немножко растворителем, разбавителем, вернее. Так. Подсохнет. Можно будет потом подвести более какие-то острые линии. Сейчас я взяла чисто в разбавитель, макнула. И уже та красочка, которая есть, я ее чисто разбавителем растягиваю. Видите, какой получается рисунок. Ну, как бы снимает лишнюю красочку. И вот разбавитель разгоняет эту красочку по прожилочкам. И получается, как бы сам рисунок распространяется по тем прожилочкам. И он просохнет, будет более сухой. Вот как бы вам показать. Ну, вот такой вот Анютина глазка у нас получилась, Анютиные глазки. Что касается такого вот варианта. Ну, в принципе, дальше я вам покажу другие варианты. Если будут силы, буду стараться выходить чаще. Другие рисунки покажу. Потому что очень сложно остановиться на каком-то. Начинаешь и понеслось. Там хочется дорисовать, там хочется. Ну вот. Немножко тут убрать. Вот такой вот рисуночек.